Часовня ожидания. Небольшая локация, которую можно условно разделить на две части. Здание часовни и руины храма. В первую очередь необходимо собрать предмет с тела справа у стены. Это иссохший палец погасшего, позволяющий оставлять послание другим игрокам. Без этого предмета открыть дверь часовни невозможно. Справа от входа в часовню есть небольшая деревянная дверь, ведущая на второй этаж. При первом посещении она заблокирована, но откроется при возвращении в локацию. В руинах храма, расположенных по другую сторону подвесного моста, находятся туманные врата. По пути к ним произойдет встреча с боссом локации, приращенным отпрыском. Вооружен босс парным оружием, узорчатый меч и золотым щитом с гербовым зверем. Оба предмета достанутся нам в случае победы над боссом. В его арсенале широкий выбор различных атак. Атака с отходом, укол, рывок с взмахом, атака с шагом в сторону, двойное вращение по часовой и против часовой стрелки, прыжок, удар щитом и толчок щитом входят в набор одиночных атак босса. Отпрыск также владеет двумя вариативными комбо. Первый из них он выполняет из стойки, продолжая ее длительным мощным шквалом ударов, либо смертоносным вращением. Второе комбо босса, наиболее часто им применяемое, имеет несколько вариантов развития. Начинаясь всегда одинаково, оно может завершаться как серией ударов, так и коротким уколом. Босс также может продолжить это комбо парой ударов, выходом в вышеупомянутую стойку или сокрушительными вертикальными ударами. К специальным приемам можно отнести продолжительную серию ударов, заканчивающихся прыжком, зачаровывание, добавляющее священный урон, и яростный крик. Одним из методов ведения боя с боссом является метод ближнего боя с использованием перекатов. Суть его заключается в избегании атак босса и нанесении ударов в открывающиеся для атаки окна. Самое простое окно расположено в окончании основной комбинации босса, сразу же после укола. Перекат под укол имеет очень простой тайминг и помещает вас слегка сбоку от спины противника, что позволяет легко провести атаку. Если же он решит продлить свое комбо парой ударов, то держать позади босса можно провести еще одну или несколько атак. Еще одним окном для атаки является момент после прыжка из спецприема, но его нельзя назвать безопасным, поскольку босс часто после приземления прерывает анимацию и сразу же атакует, чем может застать врасплох. Третье окно открывается, если сделать перекат под прыжок. Даже если вы играете со щитом, я бы рекомендовал применять эту методику, потому что на ранних этапах игры выносливости персонажа хватит лишь на блокирование одиночных атак и коротких серий ударов. Блокирование длительных серий или спецприемов гарантированно выбьет из персонажа всю выносливость и, как следствие, выведет из равновесия, открывая вас для атаки босса. Преимуществом этой методики является то, что она может применяться вне зависимости от снаряжения или пути развития персонажа. Еще одним методом ведения ближнего боя является бой с использованием щита. Суть такого способа ведения боя заключена в сближении с боссом, завершившим атаку, нанесением одного или нескольких ударов и разрывом дистанции под защитой поднятого щита. Важно следить за количеством выносливости, чтобы после блокирования атак хватило на контратаку и защиту при отходе. Щит на 100% поглощение физического урона позволяет блокировать практически все одиночные атаки босса, короткие комбинации ударов или частично блокировать длительные серии. Щит также помогает против крика, так как этот прием наносит физический урон.
Использование щита позволяет наносить удары в менее безопасные моменты для атаки, наносить удар и разрывать дистанцию с боссом, оставаясь в относительной безопасности от ответных атак противника. Щит также открывает доступ к механике контратаки после успешного блокирования атаки босса. Но ввиду широкого радиуса атак успешно контратаковать противника получается редко. Босс не подвержен выведению из равновесия, что не позволяет провести критическую атаку после контратаки. Преимуществом этой методики является возможность нивелировать ошибки с оценкой расстояния до босса и таймингами для атак, не получая урона, даже если противник достал до нас резким выпадом или контратаковал неожиданно быстро. Я рекомендую использовать эту методику ведения боя вкупе с предыдущим подходом, так как зачарованные на нанесение святого урона атаки босса будут наносить урон даже сквозь защиту. Еще одной методикой ближнего боя является применение парирований и критических атак. Такой подход требует знания и соблюдения таймингов парирования. Парировать можно как различные части комбинаций, так и одиночные удары босса. Самый простой момент для парирования, который проще всего запомнить и выполнить благодаря ритмичности ударов, это четвертая атака, наиболее часто применяемой противником последовательности ударов. Начинайте движение к боссу сразу после третьей атаки в комбинации и парируйте, как только босс начнет четвертую атаку. Разорвав дистанцию с боссом, держитесь на средней дистанции от противника, провоцируя его на применение желаемой серии. Благодаря высокому урону критических атак, бой получается напряженный, но быстрый. Убить босса в дальнем бою при первом посещении можно только с использованием длинного лука, так как стрел к короткому луку, которым обладает стартовый класс бандит, хватит примерно на пол полоски здоровья босса, в зависимости от эффективности их использования, и даже если больше половины попаданий будут критическими. С
другой стороны, если использовать длинный лук со способностью могучий залп, которым снаряжен стартовый класс самурай вкупе с огненными стрелами, то вполне возможно убить босса, используя только дальний бой. Только надо помнить, что способность оружия использует концентрацию, и без фляги лазурных слез остановить ее невозможно. Учитывая это, оптимально будет использовать обычные стрелы для стрельбы обычными выстрелами и огненные в паре с могучим залпом. Лучший момент для обычного выстрела зачастую окончание атаки босса. Это позволяет без риска провести выстрел. Могучий залп же лучше использовать либо сильно разорвав дистанцию, либо во время применения боссом особых атак. Убить босса, используя только магию при первом посещении, невозможно, так как без фляги лазурных слез ресурсы иссякнут уже к половине здоровья противника. И как следствие, добивать босса все равно придется в ближнем бою. При повторном посещении локации, обладая флягой лазурных слез, дефицита ресурсов больше не будет, и убить босса, используя исключительно магию, будет возможно даже применяя самые базовые заклинания. Используя заклинание ближнего радиуса действия, необходимо применять методику ближнего боя с использованием перекатов или щита, применяя заклинания в те же моменты, что и атаки оружием в соответствующих подходах. Некоторые заклинания, как например поджог, имеют более быструю анимацию применения после переката, что делает применение методики перекатов более уместной в подобном бою. Используя заклинания дальнего действия, например снаряды блестящих камней, главное держаться на безопасной дистанции от босса и применять заклинания по возможности. В большинстве случаев это момент выполнения боссом атак, вне зоны досягаемости которой вы находитесь. Даже при применении этой методики ведения боя очень важно знать тайминги для уклонений от атак босса, поскольку босс способен быстро сократить дистанцию. Узорчатый меч – это парное оружие, занимающее один слот снаряжения. Если попытаться взять его в обе руки, персонаж вместо этого возьмет по клинку в каждую руку. Оружие частично повторяет атаки босса, имеет навык насыщения золотом, добавляющий священный урон, и позволяющий применять особую атаку на манер отпрыска. В случае поражения отпрыска туманные врата открываются, позволяя пересечь руины храма и отправиться навстречу неминуемой гибели. Чтобы вернуться в часовню ожидания, необходимо добраться до 4 колоколен и активировать одну из них, используя насыщенный мечевидный ключ. Кратко, маршрут до 4 колоколен от места благодати первый шаг выглядит так. От первого шага двигаемся к грозовым вратам. Пройдя под мостом, вдоль горы перебираемся в озерную Лиурнию. Пересекаем озеро и поднимаемся к колокольням. Путь довольно долгий, но не сложный. Пройти его можно сразу же после первой смерти. Опишу путь более подробно. От плавучего кладбища двигаемся к храму Элли и через лес к грозовым вратам. Миновав врата, следуем по дороге грозового холма до разрушенного моста. Спустившись чуть ниже по руинам моста, движемся вдоль утеса, пока не достигнем озерной Лиурнии.
По проходящей через небольшую рощу тропе мы двигаемся вниз и, минуя небольшую заставу, спускаемся к озеру. Чтобы слегка сократить путь по болоту, можно воспользоваться воздушным потоком. Наши основные ориентиры с этого момента – здание Академии и малое древо Эрт. Взяв направление между ними, мы будем двигаться прямо к 4 колокольням. Если двигаться этим маршрутом, то подъем к колокольням будет левее. Добравшись до подножия 4 колоколен, сворачиваем в лес на тропу. По тропе поднимаемся на самую вершину, игнорируя призрачных троллей. На вершине есть место благодати. Из сундука берем насыщенный мечевидный ключ и активируем вторую, если считать по высоте расположения, колокольню. Если отпрыск еще жив, то при повторном посещении локации нас встретят те самые туманные врата, за которыми ждет сам босс. Если босс мертв, арка будет пуста, и можно свободно пройти к зданию часовни. Небольшая деревянная дверь в часовне теперь открыта. Можно свободно подняться на второй этаж, ключевой предмет – король штормовых ястребов. И, зайдя в помещение часовни, штормовой ястреб Дин. Штормовой ястреб Дин – это игровой предмет, позволяющий призвать фантом этого ястреба на помощь в бою. Кроме обычных атак, фантом способен наносить сбивающие с ног удары, а также обладает увеличивающим силу атаки криком. Король штормовых ястребов – прах, дух которого не откликается на призыв. Это ключевой предмет, необходимый для продвижения по сюжетной арке Нефелилу. Его нужно будет отдать ей, когда мы встретим ее у ступеней кузни крепости Круглого Стола. Передача праха Нефели позволит сохранить ей жизнь. На этом локацию часовни ожидания можно считать пройденной.
Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока!